Привет, мои дорогие друзья! Заждались? Понимаю, давненько я не брал в руки шашку. То есть, давненько не лепил ничего веселенького. Сейчас слеплю. Но не просто слеплю, а расскажу вам интересную историю, основанную на моих исследованиях и на реальных фактах. Я знаю, что многие мои подписчики и зрители смотрят ролики на каналах Видеолепка и Лепка ОК. На этих каналах недавно вышли ролики про некоего персонажа под названием Гигантский кукловод. На канале Видеолепка сегодня я слеплю два новых творения Тревора Хендерсона. Первое существо называется Гигантский кукловод. И на канале Лепка ОК. Что ж, начну с гигантского кукловода. Этого персонажа нарисовал канадский художник Тревор Хендерсон. И оба автора на этих каналах утверждают, что этот персонаж создан канадским художником Тревором Хендерсоном. Так вот, друзья, это не Кто так. не подпишется, тот Не создавал американская Тревор вонючка. такого персонажа, не рисовал он его. Почему я так говорю? Откуда я это знаю? А вот откуда. Я сделал эскиз этого персонажа, так называемого гигантского кукловода, несколько дней назад и выслал рисунок Джиму, у которого попросил поговорить с Тревором и узнать подробно об этом персонаже, для того, чтобы я смог подробно вам рассказать о нем в своем ролике. Через пару дней Джим связался со мной и поделился прелюбопытнейшей информацией. Такой, которая расставила по местам многие доселе необъяснимые факты. Со слов Джима, Тревор никогда такого персонажа не рисовал и даже никогда его не видел. Никаких лайков, только подписка. Он сказал, что ссылаться на него Тревора Хендерсона и называть его автором этого рисунка совершенно некорректно. Более того, Тревор сказал, что он всегда подписывает свои рисунки. Пишет какой-то сопроводительный текст, чаще всего короткий, и размещает свои произведения на своей странице в Инстаграме. Я лично, сказал Джим, проверил весь треворовский Инстаграм, и действительно, никакого такого рисунка я не нашел. Также Тревор сообщил, что рисунок так называемого гигантского кукловода очень напоминает ему его собственный рисунок, который мы все можем увидеть в Инстаграме на странице самого Тревора. Вот каким текстом Тревор сопроводил этот рисунок. Заброшенные фермы, заросшие поля, в соседнем лесу какое-то движение, птицы уселись на землю для молитвы. В то же время, сказал Тревор, рисунок в целом ему понравился. Если бы Тревор рисовал такого персонажа, то, пожалуй, нарисовал бы его примерно в таком же стиле. А затем произошло еще более удивительное событие. Мне позвонил из США человек и представился автором этого самого рисунка. Имя свое он попросил не называть, поэтому я буду говорить о нем условно, как о Джонни Смите. Так вот, Джон Смит сказал мне, что действительно не так давно он принял решение рисовать в стиле Тревора Хендерсона. И этот рисунок один из его первых рисунков в таком стиле. Но называется он вовсе не гигантский кукловод, а неожиданный сынуля. Джон Смит назвал его так, потому что это гигантское существо является ребенком Большого Чарли и Чикен Госта. А настоящий монстр, которого действительно изобразил Тревор Хендерсон, вы можете увидеть на этом фото. Джон Смит сказал, что понятия не имеет, почему фандом и другие интернет-ресурсы ссылаются на Тревора Хендерсона, а не на него. Наверное, из-за конъюнктурных соображений, сказал он, потому что имя Тревора Хендерсона уже раскручено, и для всех выгоднее упоминать его имя для продвижения своих роликов и страниц на сайтах, а не мое никому неизвестное имя.
И это я считаю нечестным. Вот такие пироги, мои дорогие друзья. Какой вывод мы можем сделать? Во-первых, такой, что каналы Видеолепка и Лепка ОК сообщают вам недостоверную информацию. Они говорят, что гигантский кукловод – это творение Тревора Хендерсона. Вот такая фигурка творения Тревора Хендерсона под названием «Гигантский кукловод» у меня получилась. Вот и завершила это существо Хендерсона. Если тебе нравится мой кукловод, ставь. Но как мы с вами только что увидели, это совсем не так. То есть они пользуются недостоверной информацией, не проверяют ее и предоставляют эту непроверенную информацию вам, дорогие зрители. Так что будьте осторожны. Не верьте всему тому, что говорят и показывают в интернете. Во-вторых, мы видим, что ресурс Fandom не вполне добросовестный. Они тоже используют недостоверную информацию, о чем, кстати, я уже писал ранее. А между тем, дорогие друзья, я уже почти долепил этого настоящего монстра Тревора Хендерсона. И предлагаю вам маленький конкурс. Кто придумает хорошее название для этого монстра, попадет в мои ролики. Согласны? Тогда пишите в комментариях свои варианты для этого существа с пометкой «Монстр Тревора Хендерсона». А ну подписывайся, кому говорю! Никаких лайков! Только подписка, усек? Вот он какой монстрик. Ну, не скажу, что уж очень страшный, но немного зловещий, да? Как вам кажется? Прощаюсь с вами. До скорой встречи!